тему проповеди «Благодарные и неблагодарные». The name of the topic of my sermon is Grateful and Ungrateful. Мы прочтем второе послание Тимофею с 3 главы, с 1 по 5 стихи. We are going to read from 2 Timothy chapter 3 verses 1 through 5. Будьте внимательны. Pay attention, please. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, But mark this, there will be terrible times in the last days. ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy. Непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, не любящие добра, Without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. having a form of godliness but denying its power, have nothing to do with such people. Апостол Павел говорил для Тимофея и прочим всем читающим Евангелие о периоде, который он назвал времена тяжкие. And Apostle Paul spoke of what he calls these terrible times to Timothy and to everyone of that time. И чтобы сказать об этом понятным языком, апостол Павел перечислил ряд признаков тяжкого времени. And in order to state it simply, he gave the signs of these terrible times. И здесь апостол Павел перечислил 20 признаков того, что он назвал тяжелые времена. And so Apostle Paul listed 20 signs of these terrible times. По большому счету можно 20 проповедей, наверное, как минимум сказать, останавливаясь и размышляя над каждым из них, чтобы проверить, не нахожусь ли я в одном из них хотя бы, а если больше, еще сложнее. You could probably make 20 sermons focusing on each one of these bullet points to check to see if am I in any of these bullet points. Возможно, когда-нибудь и стоило бы поговорить о них всех детально. Maybe it's worth to talk about each one of them in detail. Ведь же есть вещи в этих признаках, на которые мы просто как будто бы не обращаем внимания, они стали рядовыми привычками для нас. Because there are things in every one of these signs that have become a habit for us. Вот смотрите, например, 16 наглый. For example, number 16, rash, Наглость. Вы rashness. думали когда-нибудь, вы слышали проповедь про наглость? Have you ever heard a sermon on rashness? Надо когда-нибудь поговорить об этом. We have to talk about this Это один sometime. из признаков тяжкого последнего времени, когда люди будут наглыми. It's one of the signs of the end times when people will be rash. И надо действительно говорить об этом, чтобы самим там не быть. And you truly have to talk about this so that you don't end up being there Или напыщенные. or brutal. Тем не менее, друзья мои, сегодня мы не можем поговорить обо всем, что здесь написано. But nonetheless, my friends, we can't talk about everything that is listed off here. Но об одном из признаков последнего времени, тяжких времен, я хотел бы сегодня сказать. But I would like to focus on one of the signs of the end times today. Это 7-й по счету, It's the 7th in the list. где написано, среди всего этого люди будут неблагодарны. That's written amongst all of this. It also says that people will be ungrateful. Друзья, когда мы говорим о неблагодарности, вообще о чем идет речь? And friends, when we talk about ungratefulness, what are we talking about here? Если, наверное, спросить у людей просто мира этого вокруг нас живущего, If we ask the people or this world that's living around us, наверное, будет какой-то свой ответ или свое понимание, что может быть под понятием неблагодарный. they will probably have their own answer, their own understanding of what it means to be ungrateful. Как вы думаете, когда апостол Павел перечислял этих 20 признаков и 7-м из них сказал о такой проблеме, как неблагодарность, What do you think? When Paul listed off all of these signs of the terrible times, and he named one of them as ungratefulness, о чем шла речь? what was he talking about here? О норме этики, о культуре поведения, просто о какой-то невоспитанности или о состоянии сердца, состоянии характера или даже настроения. Was he talking about the standard of ethics, the level of culture, the lack of manners, or was he talking about the heart condition, the state of our character, our mood?
с детства людей, детей приучают, родители учат, школы, садики детские быть благодарными, как норму этики или воспитанность такую иметь. From the very childhood, our parents, our daycare, our schools, they raise us to have this gratitude, this gratefulness. Но когда апостол Павел говорил о признаке неблагодарности или неблагодарных людей в последнее время, But when Apostle Paul spoke about these ungrateful people in these terrible times, он вообще говорил не о норме этики, не о культуре поведения и не о воспитанности или невоспитанности. he was not talking about the standard of ethics, the level of culture, or the lack of manners. Потому что это еще как-то можно воспитать в человеке. Because this, you can discipline a person still this way. Мы учим детей, тебе дали конфетку, что нужно сказать? We teach our kids, he gave you a candy, what do you say? И мы подсказываем, скажи спасибо. And we say thank you. По большому счету мы хотим научить быть культурными, воспитанными, этичными наших детей. We want to teach our kids to be cultured, to be well-mannered. А брали ли вы когда-нибудь 5 минут, чтобы рассказать, почему надо сказать спасибо за конфетку? But did you ever take those 5 minutes to explain to your child why they should say thank you for that piece of Не candy? просто потому, что про тебя подумают, что ты невоспитанный ребенок. Not just because people will think about you as an unmannered child. Не просто потому, что про тебя подумают, что ты некультурный ребенок. Not just because they're going to think that you're not a cultured child. Пробовали ли мы, когда учили даже детей этой норме этики, воспитать в них сердечное правильное состояние благодарности? Even when we teach this as a standard of ethics, we also want it to change their heart condition. Потому что можно воспитать культуру, этику, но это далеко еще не означает, что это воспитано сердце быть благодарным. Because you can discipline someone to be cultured or to have that standard of ethics or be well-mannered, but you also have to focus on the heart Поэтому, condition. когда Павел писал свое послание 2000 лет назад, And so when Paul wrote this 2,000 years ago, и написавший, что люди будут неблагодарными, он не хотел просто сказать про культуру, этику, воспитанность. and when he wrote that people will be ungrateful, he wasn't just speaking about ethics, culture, or manners. Он как раз говорил о состоянии сердца неблагодарного или благодарного, характера благодарного или неблагодарного, внутреннего настроения. He was talking about the condition of the heart that is ungrateful, the condition or the state of character that is ungrateful, or the inner mood. Другими словами говоря, сестры и братья, In other words, saying, brothers and sisters, если это состояние моего внутреннего сердца быть благодарным, if it is the state of my heart to be grateful, то поверьте вы мне, это гораздо выше, чем просто воспитанность и культура и даже этика. then believe me, that is much greater than to be well-mannered and culturally Знаете appropriate. почему? Do you know why? Потому что культура, этика и воспитанность, скажи спасибо за конфетку или там за еще какую-то вещь, Because culture, ethics, or well manners say thank you for this piece of candy and so on. она подразумевает быть культурным, воспитанным, когда тебе сделали что-то. This teaches you to be cultured or well mannered when you receive something. Но просто быть благодарным даже без «сделали мне что-то» But just to be grateful even when no one did anything for me, это другой уровень it's a благодарности. different level of gratitude. Это не просто этика и культура. It's not just ethics or culture. Это сердечное состояние. It's the condition of the heart. Поэтому, повторяюсь, можно воспитать культуре и этике, And so I repeat myself, you can discipline into your child a well-mannered, но well-cultured, это будет выражено только в ответ на доброту. Будь благодарным. but it will only be expressed when someone gives them something good. Но это совсем другое, быть не просто культурным, воспитанным, а в сердце быть благодарным. But it's very different, not just to be well-mannered, but to truly have that gratitude always in your Ну, heart. давайте пример приведу. Let me bring up an Я помню example. свое детство. I remember my childhood. Приехала бабушка к нам. Our grandma visited us. То из моего города идем, как сейчас помню, по площади Кирова. Who's from my town, you know that we were walking along this road. Мама говорит, надо там бабушку отвезти, завезти куда-то. Помню, я как этот провожающий бабушку на автобус веду. Mom told me that I need to take grandma somewhere, walk with her, so I walked with my grandma to the bus Заходим в station. автобус городской. We enter into the bus. Бабушка, Grandma, здравствуйте на всех. Hello. Здравствуйте, здравствуйте. hello, hello. Я говорю, бабушка, And I ты say, что, их всех знаешь? Grandma, do you know all of these people? Она говорит, не, сынок. She says, no, son. А что ты с ними Then здороваешься? why are you saying hello? Она смотрит на меня и тоже понять не может. She looks at me and can't understand why I'm asking. Во мне воспитали этику. I have been disciplined with ethics. Когда здороваться?
When do you say Ну, hello? когда я куда-то пришел, кого-то знаю, вот с теми людьми. When I came somewhere, when I know the people. И вот когда я вспоминаю, когда бабушка здоровалась в автобусе, я понял, это было не просто воспитанность и культура, это было что-то в сердце у этой бабушки моей. And when grandma entered into the bus, I understood that this wasn't just an ethic or well-mannered thing that she was taught. This is the condition of her heart. Потому что она сказала, Because she said, я здороваюсь с ними не потому, что я их знаю, I say hello not because I know them or not потому know что them, я просто хочу их уважить. because I just want to notice them. Для меня это было непонятно. I didn't understand that. Я понимал уровень, сказать здравствуйте, воспитанности. I understood the level of being well-mannered and saying hello. То есть, куда ты зашел в общество, сказать здравствуйте. In other words, you walk into a fellowship and you say hello. Но на остановке, в автобусе, всем подряд здравствуйте, здравствуйте. But at the train station, in the bus, to say hello, hello, hello to Это everyone, что-то было выше моего просто культурного воспитания. it was higher than my cultural discipline. Мы приехали в Америку, нас тоже немного это удивляло. And we came to America and this amazed us as well. И до сих пор многих удивляет. And it still amazes people. И даже по большому счету совсем сейчас не вопрос, почему они это делают. And of course, this isn't even a question of why they do this. Когда на каждом шагу могут сказать тебе hi, hello и так дальше. When on every corner they can say to you hello and so on. Я все это говорю по одной причине. And I am saying this for one reason. Что когда Павел говорил о проблеме неблагодарных людей в последнее время, он не про культуру говорил. That when Paul was talking about the ungrateful people of the terrible times, he wasn't talking about culture Не про этику воспитанности. or ethics or discipline. Это еще можно как-то воспитать в You людях. can still discipline that into people. Но он говорил о внутреннем состоянии благодарности But he was talking about the internal state of или gratitude неблагодарности. and ungratefulness. Вот как люди внутри себя чувствуют. How people feel inside. Помните даже, когда Христос был на земле и встретился с самарянкой? And do you remember when Jesus was still on this earth and he met the Samaritan Вы woman? помните, как сошлись два мнения? You remember how these two opinions came Она together. никак не могла себе понять, что Христос имеет в виду. She could not understand what did Jesus mean. Зашел вопрос о поклонении. There was a question about worship. Поклонение – это одна из форм благодарности Богу. Worship is one of the ways we express gratitude to God. И у женщины сразу тысячи вопросов. And this woman has 1,000 questions. О форме. What about the form? На каком месте? Where? Какими песнями? With what kind С of поднятыми songs? руками или Do we raise our опущенными? hands? Do we lower На our hands? коленях или On our стоя? knees or standing? И так дальше, и так And дальше. so on and so У on. нее вопрос формы, She had a question about the form of а у worship. Христа совсем другое. But Christ had something totally Он different. говорит ей, He says to her, ты знаешь, пришло такое время, you know, the time has come когда истинный, настоящий поклонник определяется не по форме, when the true worshiper is not just submitted under a form, а определяется по внутреннему содержанию. but by their internal И state. ей это так тяжело было понять. And this was so hard for her to understand. Он говорит, настоящие поклонники – это те, которые в духе, внутри таковые. He says the true worships are the ones that do it in spirit. Это будет означать, дорогая, что независимо в Иерусалиме, в Иудее, на горе, под горой, неважно где, если он живет этим состоянием поклонения, This doesn't matter, my dear, how, where, Jerusalem, Judea, on top of the mountain, under the mountain. It doesn't matter where. If they are worshiping truly, если в духе он поклонник, and if they are worshiping in spirit, то неважно, then it doesn't matter какие условия вокруг. what circumstances surround them. Абсолютно неважно. It absolutely У doesn't него matter. будет желание поклониться в духе. They will have that desire to worship in spirit. И вот здесь Христос говорил, она, как бы говоря нашим языком, о культуре, о форме, а Христос о внутреннем содержании. And so, speaking in our terms today, she was talking about the culture, the ethics of worship, but Christ was talking about the internal И state. Христос заканчивает с ней разговор, говорит, таких именно поклонников Бог ищет себе. And so, Jesus finishes this word to her with that God is seeking these kind of worshipers, Именно тех, которые внутри таковы. specifically those that are this way and internally, Тех, на которых не влияет форма those окружающая. who don't care about the form. Нет, это хорошо создавать комфорт для поклонения. Yes, it's good to be comfortable when worshiping, Чтобы все правильно было. so that everything will be good in И its place, свет был правильный. and so the light will be Это correct. здорово. It's good, Но but
если нету воспитанной внутренней сердечной благодарности, if you do not have that disciplined internal gratitude within your heart, то ты ничем внешним не выдавишь из меня благодарность. then with everything external, you will not be able to squeeze out that Но gratitude. если есть внутренняя, сердечная, правильно настроенная благодарность, But if I have that internal, properly tuned gratitude in my heart, тогда, как Христос сказал, дело не в Иерусалиме, не в горе, не в месте, не в условиях, абсолютно не в этом. then as Jesus said, it doesn't matter Jerusalem, inside the house, outside the house, it doesn't matter. У меня вопрос I have a question насчет благодарности в духе. about gratitude in your spirit. Что это значит? What does that mean? Итак, когда Павел говорил о неблагодарности или благодарности, как мы сказали, он говорил о внутреннем состоянии, And а so- не о культуре и этике. And so, as we said, when Paul was talking about the ungrateful people, he was talking about the condition of the heart, the state of character. Другими словами говоря, если расширить эту мысль апостола Павла, In other words, if we want to spread apart this thought, Павел, говоря, будут неблагодарными, имел в виду ряд определенных практических действий неблагодарных людей. when Paul was talking about ungrateful people, he was talking about certain actions or the way these people look. Неблагодарные – это вечно недовольные, Ungrateful people are constantly dissatisfied, постоянно ворчливые, constantly grouchy, всегда they're возмущающие, always indignant, ко всему придирчивые, they're picky, на всех they жалующиеся, complain about everyone, всегда бунтующие, they're always rebellious, везде негодующие everywhere indignant, и на все сетующие. and always lamenting. Вот это внутренняя форма или состояние настоящей, к сожалению, неблагодарности. And this is the internal state of, unfortunately, ungrateful people. Это не просто thank you сказать. It's not just saying thank you. Это не просто руку поднять. It's not just raising up your hand. Это больше, It's more чем культура, than culture, чем форма, than form, чем просто несколько слов. than just a few words. Это внутреннее состояние, It's an internal state которое выражается that then borns неблагодарность такими порочными явлениями. ungratefulness in this way. И, к сожалению, And это unfortunately, правда, this is true. это факт. This is a fact. Что этот 7-й пункт из 20 люди будут неблагодарными в перечислении таким образом сегодня очень распространенное явление. That this 0.7 out of the 20 we can see today. Люди недовольные, People are ungrateful. вообще ничем недовольные. They're not satisfied with anything. Все не таким образом. Everything is wrong. Люди стали сильно ворчливые на все и на всех. People begin to be grouchy at everyone and everything, Вечно живущие в возмущении. constantly living in that indignant Ко state, всему придирающие. constantly picky. Ты станешь так, чего ты стоишь так? You stand like this, why are you standing like that? Ты станешь здесь, You stand here, чего ты здесь стал? why are you standing Я here? сейчас даже не за сцену. I'm not even talking about the Я говорю stage. за то, что люди, которые неблагодарны, найдут. I'm talking about that people with that ungrateful state. Знаете, однажды я читал такую историю, You know, I once read this story когда одна девушка хотела выйти замуж when one girl wanted to get married и искала себе жениха. and she was seeking a groom. И он ее искал, или она, в общем, хотела замуж. And he tried to find her, she tried to find him, she wanted to get married. И всегда советовалась с мамой. Мама, за кого мне выйти замуж? And she always asked advice of her mom. Mom, who should I marry? И приводила некоторых своих парней, которые ей нравились, для знакомства с мамой. И мама всякий раз говорила: нет, доча, не пойдет. And she brought a few young gentlemen and introduced them to her mom. And her mom, every single time, to Потому every что guy и said no. это не так, и это не то, и все не то, и Because так I далее. don't like this, I don't like that, this is wrong. И однажды уже в очередной раз, когда она привела парня, чтобы познакомить с мамой, мама опять отказала. And finally, when she brought another young man before her mom again said no. И дочка не выдержала: мам, ты скажи хотя бы, кого мне искать, чтобы тебе понравилось. And the daughter couldn't stand it anymore, and she said, Mom, well then tell me, who do you want me to find? И мама сказала: And her mom said, хотя бы похожего на папу. well, he needs to at least be like your father. И она долго искала, и наконец привела одного парня. And she was looking for a long time, finally brought a young man И home. говорит: мама, And she says, Mom, это точно похож на нашего папу. he is exactly like my dad. Мама спросила: чем похож? And mom asked, how is he like your Тогда dad? дочка сказала: он, как наш папа, все умеет делать.
And she said, he's like our dad. He knows how to do everything. Он умеет ремонтировать телевизор. He can fix the TV. Он умеет ремонтировать стиральную машину. He can fix the laundry Он machine. умеет ремонтировать машины. He can fix cars. Он умеет ремонтировать дома. He can fix homes. Он умеет ремонтировать все, как наш папа. He knows how to fix everything like our dad. Мама послушала и сказала: Mom listened and said, доченька, daughter, если он все умеет ремонтировать, как папа, ты никогда ничего нового не купишь. if he knows how to fix everything like dad, you'll never buy anything Он new. все будет ремонтировать. He's going to fix Ни в everything. коем случае не выходи за такого замуж. Do not marry this young Не man. пойдет. It won't work. И дочка ушла расстроенная. And the daughter walked away sad. Мы всегда найдем к чему придраться. They will always find something to be Мы picky about. всегда найдем чем We возмутиться. will always find something to complain Нас about. всегда найдет, что не удовлетворяет и как проявить недовольство. And we will always show our dissatisfaction. И это вот состояние, про которое Павел говорил. And this is the internal state that Paul was talking Это не about. значит, если я на каждом шагу говорю спасибо, что я благодарный. Не значит. This doesn't mean that if I say thank you everywhere, that I am grateful. Если я 1000 раз в день говорю спасибо, но недоволен, ворчу, возмущаюсь, придираюсь, жалуюсь, бунтую, негодую, сетую, вот моя неблагодарность выражается. If I say thank you 1,000 times a day, but I am dissatisfied, grouchy, indignant, picky, complaining, rebellious, lamenting, then that is my internal Так что, state. друзья мои, So my friends, когда я сегодня поднимаю тему благодарные или неблагодарные, я не про спасибо. so when we're talking about the topic of grateful or ungrateful, it's not Я не about про thank you. культуру. It's not about the culture. Я про внутреннее состояние. It's about our internal state. Если оно выражается вот таким образом, If it is expressed in this way, то сколько бы ты ни знал спасибо, хоть на всех языках его произноси. you could say thank you in every language if you'd like. Это не значит, что ты благодарен. It doesn't mean you're grateful Когда ты так себя ведешь. when you act this Я way. когда-то говорил, в одной из семье был, там знакомые мне люди, мама моет посуду и ворчит. Ворчит. Это хозяйка. I was once in a family's home, I know them well, and the mom is washing the dishes and she's complaining, grouching. И приговаривает за мытьем посуды. And so as she's saying, washing dishes, Вот не успела за одними помыть, за другими надо мыть. I just washed these, now I have to wash more. Вы себе не представляете просто. You just can't imagine. Делится она мне She's telling me. негодующим образом, жалуется. Complaining, you know. Эти пришли со школы, эти пошли туда, этих надо кормить, за теми мыть. These came from school, these left to school, I have to wash Я and же clean тоже after люблю all of them. пошутить, знаете, иногда. And you know, I like to joke around. Я смотрю на нее и говорю: I looked at her and said, так вы не мойте. well, how do you wash them? В смысле не мойте? What do you mean you don't wash it? Пусть едят с грязной, говорю. Oh, just leave it dirty, Не don't wash мойте it. просто. Just don't wash it. Ты что такое говоришь? What do you mean? Она уже ко мне придралась. She already started picking Она on уже на me. меня бунтует. She began to grouch at me. То есть вам не нравится мыть. You don't like to wash the И когда я dishes. вам сказал не мойте, And when I said вам don't тоже wash это the не dishes, нравится. you still don't like В it. конце концов, что ж тебе нравится? So then what do you like? Она мне говорит, а это так для слова я говорю. And she says, I'm just saying it, Это just так, for the heck просто of так it. выговорится. Just to get it out. Нашла уши мои. She found my ears. Дорогие, мы не замечаем, My friends, we don't notice. что мы можем сказать спасибо в магазине, спасибо за конфетку, но внутри, выражая вот так себя, мы неблагодарны. That yes, we say thank you in the store, wherever we go, but then we express ourselves this way, ungrateful. Поэтому запомните простое правило. And so remember this simple rule. Быть благодарным, то, что Павел имел в виду, это быть довольным. To be grateful, what Paul was talking about, is to be satisfied. Драгоценно, это быть просто довольным. It's just to be content. Это высший показатель благодарности. It's the greatest show of gratitude. Быть довольным To just be content – это высший показатель благодарности. is the greatest show of gratitude. Это ни с какими тысячами спасибо не сравнится, если даже ты так научен делать. It won't compare to any thousands of thank yous as you are taught. Но вот когда ты сталкиваешься с мытьем посуды, не знаю, еще с чем-то, и не допускать ропота, недовольства, ворчания, всякого сетования, вот это благодарность. But when we encounter washing dishes or whatever it is that we experience, not to complain, not to grouch, but we are content, we are satisfied. Я где-то притчу такую читал про недовольство, что недовольство решило чем-нибудь быть довольным. I read this proverb about being content or discontent. И пошло недовольство по миру искать, чем же можно быть довольным. And so discontent went around the world and was looking, what can I be content with? Посетило недовольство все страны, Discontent visited all the countries. побывало во всех концах земли It was on all ends of the earth. и не нашло, чем быть довольным. And it couldn't find anything to be content with.
И кто-то подсказал недовольству. And then someone told this Надо discontent. не искать, чем быть довольным, You don't need to seek out what to be content а with, надо изменить себя изнутри. but you need to change yourself internally. Когда ты в любой стране, в любом месте, в любых обстоятельствах будешь благодарным и довольным. And then in any country, in any circumstance, you will be content and happy. Но если тебя поместить даже в самую лучшую атмосферу или среду обитания, But even if we put you in the midst of the best circumstances, но если внутренность не изменена, but your internal state is not changed, если нету этого довольства внутреннего состояния, if you don't have this internal contentness or satisfaction, то ты никогда не найдешь, за что быть благодарным или довольным. then you will never find anything to be grateful for. Итак, недовольство или довольство – это реакция, которая является результатом моего внутреннего состояния. And so being discontent or being content is a reaction that is the result of an internal state. Поэтому, когда мы говорим, как воспитать себя, быть благодарным и не быть ропотником, это нужно начинать изнутри. And so when we ask, how can I teach myself to have this state of gratitude? This is where we start. Это не надо менять место, чтобы быть благодарным или довольным. You don't have to change where you are in order to be grateful. Где меня не посади, хоть здесь, хоть там, хоть в золотое кресло меня посади. Если я внутри не таков, я найду, чем быть недовольным. And if you put me here, there, over there, even if you put me on a gold throne, I will find something to be ungrateful Это about. правда. It's true. Поэтому важно внутреннее состояние, And so what's important is the internal state довольство. of that contentness. Тот же Павел тому же Тимофею писал так. And so Paul wrote to the same Timothy this way. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. But godliness with contentment is great gain, for we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. But if we have food and clothing, we will be content with that. Какое потрясающее правило довольствия и благодарности. What an amazing rule of gratitude. Первое. Великое приобретение быть довольным. First, it is great gain to have godliness with contentment. Это он говорил о том, что достичь этого внутреннего состояния – это самое большое преимущество, какое может быть. He is talking about that achieving that internal state is the greatest treasure that you can have. Потому что когда ты доволен, Because when you are когда content, ты умеешь в любых обстоятельствах быть довольным и благодарным, when in every circumstance you know how to be grateful, это приобретение больше, дороже, ценнее всех любых приобретений мира. this gain is more valuable than anything else in the world. Поэтому великое приобретение быть благочестивым и довольным – это первое. And so it is great gain to have godliness with contentment. That's first. А с чего бы это так себя вести? But how do we act this way? 7 стих. Verse 7. Все очень просто. It's very simple. Никаких тяжелых тем. There's no difficult topic Он here. говорит, просто ты пойми, мы ничего не принесли в этот мир, ничего не можем вынести из него, поэтому все, что есть сейчас, будь благодарным. And so he says this very simply, for we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. So just be grateful. И чтобы как-то, наверное, затвердить эту мысль, он сказал самое элементарное. And in order to confirm what he is saying here, he says the most simple thing. Он сказал, даже элементарное, просто имея пропитание и одежду, этого достаточно, чтобы быть благодарным внутри. Just having food and clothing is enough to be content internally. Этого достаточно, чтобы быть благодарным It внутри. is enough to be grateful internally. Одна женщина пришла к психологу поговорить о своих внутренних переживаниях. One woman came to a psychologist to talk about her internal struggles. Ну и вот знаете, как это бывает у психологов, она начала рассказывать про то, что ей не нравится. And you know, as it goes in a psychologist's office, she begins to tell him what she doesn't like. И она возмущенно сказала, у меня нет настоящих друзей, And she says with indignance that I don't have true friends, у меня нет хорошей зарплаты, I don't have a good income, у меня нет приличной машины, I don't have a nice car, у меня нет настоящей карьеры, I don't have a true career, у меня уже годы не те. I don't have the years. И она много чего еще перечисляла, чего у нее нет, из-за чего она все больше заходила вот в это возмущение. And she listed off all the things that she doesn't have and began to be more and more upset. Когда она остановилась, этот человек, который выслушивал ее, сказал, And when she stopped, that person that was listening to her said, можно я продолжу ваш список? may I continue your list? Она аж возрадовалась, And she was joyful, думая, что он продолжит ее список. thinking that he will continue her И он list. продолжил. And he continued. У вас нет рака, как у многих есть. Нет.
рак, болезнь. You don't have cancer like many У people вас have. нет инвалидности, как у многих You don't есть. have a disability like many У people have. вас нет поломанных ног, как у многих You есть. don't have broken legs like some У people вас do. нет еще чего-то. И он много-много начал перечислять того, что у нее тоже нет. And he began to list off the things she also doesn't have. Я читал эту историю об этой женщине, And I read the story about this woman, как вдруг она изменилась в лице. how her face changed. Да, мы видим иногда только одну сторону, чего у нас нет, из-за чего мы недовольствуем. And yes, sometimes we only see one side of what we don't have, and it causes us to be ungrateful. Но как христиане, я всегда говорю, мы должны быть широкого кругозора люди. But as Christians, we need to see things wider. И поэтому, когда мы видим, что у нас нет, может быть, того, как мы считаем, And so when we see that we don't have this, this, or that, like we think, из-за чего мы себя считаем чем-то лишенными, and so we think that we're lacking something, продолжите список, чего у вас нет того, что вы даже не хотите, чтобы оно у вас было. continue that list with something that you wouldn't want to have. Болезни той нет, которую не хотите. If you don't want to, you don't need to have Еще it. чего-то нет того, чего вы не хотите. I don't have this, I don't have that, И, that I don't наверное, want. это позволяет нам, как христианам, видеть по-другому мир, обстоятельства и по-другому реагировать на все. And this allows us as Christians to see the world and our circumstances in a new light. Потому как недовольство или неблагодарность, это очень равносильные слова, является внутренним нашим состоянием, которое Библия называет грехом или пороком. And so this discontent or ingratitude, it's practically the same word, is an internal state in which the Bible calls it a vice or a sin. Поэтому, когда мы просто не говорим спасибо, где надо говорить, мы просто некультурные, невоспитанные, да. And so if we don't say thank you for something that we've received, yes, Но we're not когда мы well-mannered. постоянно придирчивые, возмущающиеся, недовольные, ропщущие, сетующие, это уже порок, грех. But when we are constantly dissatisfied, grouchy, picky, indignant, then this now is a sin. Поэтому, как ни странно, среди 20 таких неприятнейших пороков неблагодарность занимает также место, как порок. And so out of the 20 things that were listed as a sin, this is also one of them, number 7. Смотрите, как Бог на это реагирует. And look how God reacts to this. Хотя бы вспомните историю евреев в книге «Исход», когда они двинулись из Египта в обетованную землю. Remember the story of the Israelites that were freed from Egypt and they were going towards the promised land. И двинулись из Елима, и пришло все общество сынов Израиля в пустыню Син, что между Елимом и между Синаем, 15-й день 2-го месяца по выходе из земли египетской. The whole Israelite community set out from Elim and came to the desert of Sin, which is between Elim and Sinai, on the 15th day of the 2nd month after they had come out of Egypt. Кто помнит, как им жилось в Египте последних пару лет? Who remembers how they lived in Egypt the last few years? Помните? You Вы remember? помните, Do you когда remember? пришел уже не тот фараон, что был при Иосифе, When it was a different Pharaoh that was когда for уже не Moses. Иосиф был там. When it wasn't Joseph Вы anymore. помните, чем все заканчивалось? Do you remember how everything came Их to? стенание, их постоянное мучение в Египте. Their suffering in Egypt. И вот Бог дает Моисея, который выводит их из Египта в обетованную землю. And so God gives them Moses that leads them out into the promised И land. вы думаете, они там всегда шли с благодарностью? And you think that they walked that desert with gratitude? Читаем дальше. Let's read. И вот что случилось. Here's what happened. «И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне, и сказали им сыны Израилевы: о, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». In the desert, the whole community grumbled against Moses and Aaron. The Israelites said to them, "If only we had died by the Lord's hand in Egypt. There we sat around pots of meat and ate all the food we wanted. But you have brought us out into this desert to starve this entire assembly to death." Я пропускаю пару стихов. Смотрите, кульминация этой истории. And I'm going to skip a few verses, but look at the culmination of the story. «И сказали Моисей и Аарон всему обществу сынов Израилевых: вечером узнаете, что Господь вывел вас из земли египетской, и утром увидите славу Господню, ибо, внимание, услышал Он с большой буквы про Бога ропот ваш на Господа. А мы что такое? Что ропщите на нас». So Moses and Aaron said to all the Israelites, "In the evening you will know that it was the Lord who brought you out of Egypt. And in the morning, listen, you will see the glory of the Lord, because he has heard your grumbling against him. Who are we that you should grumble against us?" Послушайте изюминка этой истории. Listen to this part of the story.
А им казалось, этим людям, что они подняли бунт против Моисея и Аарона. It seemed to these people that they are grumbling against Moses and Aaron. Они же не пришли, не тыкали пальцем в небо и не говорили Богу, ты это сделал. They didn't go to God and point the finger and say, you did this. Они в Моисея тыкали и Аарона пальцем и говорили, это вы нас выбили, это вы нас лишили мяса, это вы так сделали, это из-за вас мы здесь находимся. They were pointing at Moses and Aaron, said, this is because of you that we're starving. This is because of you that we have no meat. И даже в голову не пришло, And they didn't even think что когда люди ропщут, that when people grumble, и даже используя это в адрес обстоятельств, людей каких-то и так дальше, по большому счету, это в адрес Бога. even if they are addressing certain people or a certain situation, it's still addressing Это God. как ты, Бог, по-другому допустил, что мы оказались здесь без мяса. You allowed this, God, that we are now without meat. Это как ты, Бог, допустил, что я нахожусь на этом отрезке жизни, который мне сейчас не нравится. How did you allow this, God, for me to be in this phase in my life that I don't like? И Моисей и Аарон, когда предоставилась возможность им проповедовать, And Moses and Aaron took an opportunity to say они a встали sermon. и сказали They stood up and said, всему израильскому ропщащему, этому возмущенному, бунтующему, недовольному обществу to людей. this dissatisfied, grumbling, grouching Israelite community, Вы, господа, думаете, что вы ропщите на нас? you think that you're grumbling against us? Вы нас обвиняете в том или другом? You are blaming us for this and Если that? говорить с духовной точки зрения, сказал Моисей и Аарон я своими словами, If we are looking at the spiritual side of things, said Moses and когда мы Aaron, начинаем вот этот ропот, недовольство, вот это все возбуждать, when we start this grumbling and grouching, это на Господа. it is towards God. А кто мы такие, говорит Моисей и Аарон? Moses and Aaron say, who are we? Это Бог сделал так, что вы здесь находитесь. God did this that you are here today. Это Бог сегодня допустил, что ты там находишься. God allowed for you to be where you are today. Или, может быть, другие какие-то, но всегда, когда происходит ропот и недовольство, мы думаем, что это не касается Бога. В самом деле это порок и грех, потому что это против Бога. And we always think that when we're grumbling or grouching, it's not against God, but what it ends up being is a sin against God. Потому Моисей и Аарон говорят, вы ропщите не на нас. And that's why Moses and Aaron say, you're not grumbling against Если вы us. думаете, что вы высказались в наши уши, то это все мы? Или это все на этом? If you think that you're grumbling just against us and that's it, Говорит, вы это сейчас заявили в адрес самого Бога. you have addressed this to God himself. Я хочу сказать, это правда. I want to say this is true. Это горькая правда. It's a harsh Но truth. когда мы неблагодарные, But when we are когда мы ungrateful, недовольные, when we are когда мы unjoyful, вечно придирающиеся, ворчащие, when возмущающиеся, we're constantly picky and grouching, complaining, если это даже к Лине, even if you aim this at Валерию, Lena or to к Valeriy, мужу, к жене, к to your детям, husband, wife, по kids, большому счету, это к Богу все. all of it still goes to Мы God. иногда так даже не We don't задумываемся. even think about this. Но когда мы проявляем такой характер, But when we show that мы character, проявляем порочность. we are showing that sin. Поэтому смотрите, что Новый Завет, упоминая эту историю, Павел говорил. And so look at what the New Testament speaks about. Он говорит, не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, примеры в описании, в наставлении к нам, достигших последних веков. Поэтому, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. We should not test Christ as some of them did and were killed by snakes, and do not grumble as some of them did and were killed by the destroying angel. These things happened to them as examples and were written down as warnings for us, on whom the culmination of the ages has come. So if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. Павел упоминает эту историю уже в Новом Завете Paul reminds of this story in the New Testament и говорит, это урок для нас, Новый Завет. and says that this is a lesson for us from the Old Если Testament. мы окажемся в том же положении, как эти евреи, недовольства, If we are going to end up in the same state as those Israelites, это все discontent, очень печально заканчивается. it ends in a very sad way. Вот этот дух недовольства, он печальный и имеет исход. This spirit of discontent, it has very harsh consequences. Это порок, это грех. It's a sin, it's a А vice. порок и грех всегда печально And заканчиваются. vice and sin always end in a bad Это way. должно для нас быть вызовом, чтобы подумать о своем состоянии, благодарны мы или неблагодарны, довольны или недовольны. This should be a call for us to check ourselves. Are we discontent or are we content? Are we ungrateful or are we grateful? Но ведь кажется, ведь же были причины, чтобы так себя вести. But it seems that they had reason to react this way. Мяса в котлах не было. There was no meat. Ну не было так в самом деле. There was no meat, То есть, truly. образно говоря, есть какие-то
существенные причины, чтобы недовольствовать. There are natural reasons to be discontent. Так, Бог, почему ты это как бы не учел? And so, God, why didn't you take this into account? Ну учти, они ж не просто так решили понедовольствовать. They didn't just start complaining just because. Ведь же были существенные причины, их подтолкнувшие так делать. There were natural reasons that pushed them to do this. Ты, Бог, забыл, не учел, не услышал ли этого? God, did you not take that into account? Did you not hear that? Бог хорошо услышал, что они говорили. God heard them well and clear of what they Но в said. этом итоге, который делает апостол Павел, вспоминая ту историю Ветхого Завета, But the conclusion that Paul makes, remembering the story from the Old Testament, Бог хотел сказать через Павла, God wanted to say through Paul, нету причин, there is no reason, даже которые нам кажутся оправданными, even though they seem justified, для недовольного, неблагодарного сердца. for an Нету причин. ungrateful heart. There is no reason. Невозможно себя оправдать, но причины у меня такие. You can't justify yourself. Well, I have these reasons. Сегодня, когда приходится сталкиваться с этим состоянием неблагодарности, ты можешь услышать, как это вызвано рядом обстоятельств, какие называют люди. And sometimes when you have to hear about this type of discontent or ingratitude, this is what you hear very often. Разные трудности, разные испытания, Different difficulties, trials, материальное состояние. our material status, Но financial только status. честно, если смотреть. If you look at it Эти honestly, вещи порой вызывают у нас недовольство. these things bring about Какое-то discontent within физическое us, состояние. our physical state. Может, нам не нравится наше положение в обществе. Maybe we don't like our status in society. Кто-то смотрит на себя внешность, на свою, и тоже не нравится. Maybe someone looks at their appearance, they don't like it. Много недовольства по этому поводу. There's a lot of discontent Может, regarding кто-то that. смотрит, и все не нравится в церкви. Maybe somebody looks at the church and they don't like anything. Кому-то политика не нравится. For some, they don't like О, это же politics. существенная причина для недовольства. And this is a good reason. It's a Вы меня justified спросите, reason. тебе нравится политика, Do you like politics которая сейчас в мире? that is happening right now around us? Нет. No. Но это не повод бунтовать, возмущаться, быть недовольным, сетовать, находиться в ропоте постоянном. But Это не повод. that is not a reason to be discontent, to be complaining, grouching. It is not a reason. Это как у них. Мясо было в котлах? Не было. It's the same as with them. Did they have meat? No, they didn't. Ну тогда нормально возмущаться. And so it's normal. Это I если should бы grouch. мясо было, и они возмущались. If they had meat and they were complaining. Но ведь же реально мяса не было. But truly, they didn't have Ведь meat. же реально политика плохая. Truly, the politics around us are bad. Ведь же реально многие вещи в культуре, в которой мы живем, нам не нравятся. Truly, there are a lot of things in our culture that we don't like. Вам все нравится, где вы живете? Do you like everything about where Вам you все live в right now? культуре нравится? Do you like our culture? Мне нет. No, I don't like Многие it. вещи не нравятся. There are certain things I don't like. Нам порой окружающие люди не совсем нравятся. Even the people around us, I don't like. И близкие, и дальние. Close people, far away Как я people. сказал, и наша внешность не совсем. Our appearance may not be the way we want. Мне тоже не совсем своя внешность нравится. I don't really like my appearance either. Это правда. It's true. Поправлять ее надо мне, надо. Do I have to fix it? Yes, I do. Но без неблагодарного сердца, без недовольства, без ропота. But without that ungratefulness, without that discontent, without complaining. Мясо надо, чтобы в котлах было у них там. Конечно, Should there be желательно. meat in their pots? Yes, there should. Но не тем способом, что они его добивались. But not in the way that they were trying to Они achieve пришли it. с кулаками, с камнями, с пальцами, протянутыми в Моисея и Аарона, тыкнули и сказали все, что хотели сказать. They came with their fists, with their stones, pointing fingers at Moses and Aaron and blaming them. Выразились, выбросили все. They expressed themselves, they let everything out. И Бог сказал, не тем способом вы мясо ищете. And God said, that's not the way you're supposed to seek that Не meat. тем способом вы меняете свою внешность, физическое, материальное положение и так далее, когда просто выражаете это в бунтуарском духе. That is not how you fix your physical state, your status in society, your appearance with this complaining. Так нельзя делать христианам. Yes, you cannot be a Christian this way. Потому что это неблагодарность, о которой он говорил в этих пороках. Because this is ingratitude that Paul was talking about. А жизнь апостола Павла, вспомните такой пример, яркий, очень яркий новозаветный пример, жизнь апостола Павла. The life of Apostle Paul, remember him as an example. Давайте быстро напомню, жизнь апостола Павла. Let me remind you really quick about the life of Apostle Paul. После этого встаньте, пожалуйста, те, кто может сказать, что примерно так живет сейчас. And after that, you can stand if you live approximately the same way. Нам придется сесть тоже. We're going to have to sit down. Вам подумают, что мы так. Мы стоим. Смотрите. 2 Коринфянам 11 глава. 2 Corinthians chapter 11. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 5 times I Палками. received from the Jews the 40 lashes minus 1. 3 раза меня били палками.
3 times I was beaten with rods. Однажды камнями побивали. Once I was pelted with stones. 3 раза я терпел кораблекрушение. 3 times I was shipwrecked. Ночь и день пробыл во глубине морской. I spent a night and day in the open sea. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках. I have been constantly on the move and been in danger in rivers. В опасностях от разбойников, в опасностях от единомышленников. In danger from bandits, in danger from my fellow Jews. В опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями. In danger from the Gentiles, from the city, from the country, at sea, in danger from false believers. В труде был, в изнурении, часто в бдении, в голоде, в жажде. I have labored and toiled and have often gone without В sleep. посте, на стуже, в наготе, одежды не было, холодно было. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное сечение людей, забота о всех церквях. Hungry, thirsty, have often gone without food. I have been cold and naked. Besides everything else, I face daily pressure of concern for all the churches. И что, Павел? And, У Paul, тебя все поводы есть для недовольства. you have every reason to be У discontent. тебя просто на всю жизнь есть возможность недовольствовать. You have enough for a lifetime to be У тебя есть discontent. на что возмущаться, ворчать, придираться, спорить и так дальше. You have a reason to complain, to grouch. Это вот его перечисление характеристика жизни. This is what his life looked like. А вот что он пишет в реальности. This is what he wrote about Филиппийцам, 4 глава. in Philippians chapter 4. Но я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить в скудости, умею жить в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и быть в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. For I have learned to be content whatever the circumstances. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do all things through Christ who strengthens me. Павел, а зачем тебе это? Paul, but why? Ну, по большому счету, у тебя такие веские причины, которые ты можешь оправдать всякое свое недовольство на каждый день. You have such great reasons to justify you complaining every single day. Но Павел знал, But Paul knew, что значит такое состояние внутреннее. what is this internal state? Потому он и говорил о том, как он проходил это все в своей жизни. That's why he talked about how he walked through all of this in his life. Он сказал, я научился быть довольным. He said, I have learned to be content. Другими словами говоря, я делал выбор в сторону того, чтобы быть довольным. In other words, I have made the decision to be content. Я научился всему и во всем. I have learned in every situation. Павел прилагал старания. Paul, he applied effort. Павел работал над своим духовным He состоянием. worked on his spiritual internal Павел state. говорил, я не родился таким. Paul said, I wasn't born this Я way. тоже родился таким, что когда молока не дали, сразу. I was also born in the way that if I didn't get milk, Мы ж такими родились или нет? didn't we all? Да. Мы Weren't we all сразу born родились this с way? недовольством. Yes, immediately we're По крайней мере, discontent. я такой был. Or maybe it was just me. Мне не дали каши, я уже кричал, требовал, I давай. didn't get oatmeal and immediately I was upset and demanding. Видно? Уважаемые, Dear и friends, Павел говорит, я не родился таким. Paul says, I wasn't born this way. Я родился с грехом недовольства. I was born with sin of В discontent. моих генах и в твоих это зарождено от рождения. This is born within us from generations before. Только что-то не так. Something didn't go our Вот way. недавно в магазине стоял в очереди, знаете, Thanksgiving очереди, хуже. I was once О, нельзя standing. сказать, не люблю, это же недовольство. I was once standing in line, and of course it's Thanksgiving. I hate those lines. Oh, I'm sorry. Люблю, но не сильно. I love it, but not really. Вот, стоял в очереди. And so I was standing in line, Долго. long line, И мне так было жалко, передо мной мама с 2 детьми была. and I felt so bad for the mom in front of me with 2 kids. Пока она стояла в эту очередь, она взяла, там, знаете, вот в этой карте, этой, как она называется, тачке, корзине. На дне вот так было. Пока они стояли в очереди, почти полная корзина была. Дети натаскали всего. And so she was standing there with the kids in the car, and it was empty by the time she got to it. Видели бы вы, как мама это все выкладывала? If you could only see how this Что mom делали дети? was putting this out, what the kids were Я doing. стою просто, знаете, я ведь же думаю, что буду проповедовать о недовольстве, думаю, вот яркий пример. Это нам заложено с детства. And I'm standing there, and I understand that I'm going to have to preach about this, and this is born within us. Мама вытаскивает, это нам не надо, назад ложит. Mom takes it out and says, we don't need Там this. уже, знаете, не оттуда, откуда они принесли, а здесь все вот перед кассой все накладывает. You know, they were taking everything from where the cashier is and И вы putting it думаете, in. дети такие, о, мамочка, конечно. And you think that the kids were like, of course, Вы mother. видели бы их недовольство. If you could only see their Ну, мы discontent. такие, у нас такие дети. And that's how we are. Our kids are this way too. Это говорит о том, какие мы родились. This speaks about how we were born. Но Павел говорил, я научился.
But Paul said, I Я learned. вырос духовно до такого состояния, I have grown spiritually in чтобы this быть state довольным. to be content, Независимо про те все условия, что мы только что читали в его жизни. not looking at any situation, even the ones that we read Он just говорил, я now. теперь вырос в духовно до такого уровня внутреннего состояния. I have grown to that level of that internal state. Вырос я говорю, потому что он заключил, что я могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Он сказал про то, что это духовное состояние у него такое сложилось уже. And I say that he has grown because he says here, I can do all things through Christ who strengthens me. That's how he Чтобы grew. теперь уметь жить в любых обстоятельствах. To now be able to live in every Это circumstance. хорошо стремиться к тому, чтобы было мясо в котле. This is good to take care of that we have meat in our Чтобы была pots, лучшая зарплата. that we have the best income, Чтобы была лучшая внешность. so that we have everything right externally. Физически было все хорошо. So physically everything is Это good. и надо так стремиться. You should strive towards Но that, только не с помощью недовольства и but неблагодарности. not with the help of complaining and Опять же, для discontent. многих это как выход из положения. But for many, this is a way out. Раз не могу повысить зарплату, Since I can't raise my income, раз не могу улучшить внешность, since I can't look better in my appearance, все, что могу, хотя бы недовольствовать на все это. and so everything I can, I'm going to do with Не могу discontent. поменять политиков, I can't change the politics ну around то me. хотя бы буду лить постоянно недовольствовать, ворчать, возмущаться и так And so далее. what I will do is constantly complain and grouch about the situation. Попадаем в этот порог зависимости, недовольства. And so we enter into the state of discontent. Зарплата от этого не растет, And our income doesn't grow. мясо в котле из-за этого не появляется, We don't have meat in our pots. политики из этого не меняются. Politic around us О, doesn't они change. услышали, в Сакраменто Валера возмущается, поменяем политику. Неправда. Have you heard Valeriy is complaining in Sacramento? Let's change the politics. No. Нет, это не поменяет No, политику. it won't change the situation Только потому, что я недоволен. just because I'm not happy. Я в реальности действительно не согласен с многими вещами. Truly, I don't agree with many things Я in my life. молюсь об этом. I pray about Я them. голосую против I этого, vote against когда this приходит мне заполнить бумажки. whenever I get the ballot to fill out. Но я не допускаю жить бунтарем, But I do not allow myself to live complaining, жить возмущенным, to live indignant, вечно напряженным, to constantly be under ко pressure, всем to be придирающимся. picky towards everyone. Все не так везде. Everything is wrong, И погода не такая. and the weather is wrong, И все не такое. and everything is wrong. Павел хороший пример, показатель, как он вырос духовно до этого состояния. Paul is a good example of how you grow in that spiritual state. Итак, дорогие мои, неблагодарные или недовольные и благодарные или довольные. В чем различие? And so, my friends, ungrateful, discontent, thankful, content, what's the difference? Не в том, как воспитали родители. It's not how our parents disciplined us. Родители воспитали нас культурно сказать спасибо, это правильно. Our parents taught us to be disciplined, well-mannered children, and that's right. Но не условия и обстоятельства, не просто состояние физическое делает нас внутри благодарными, а внутреннее духовное состояние, которое соединено с Богом, делает нас такими. But it's not just the conditions or the circumstances. It's not the physical state that makes us this way. It's our internal spiritual state. Поэтому, когда я, знаете, вижу недовольство, проявление вот этого духа недовольства в людях, And so when I see the spirit of discontent in people, начиная с детей, starting from kids, я понимаю, родителям надо им подсказать, что так не надо делать. yes, I agree with the parents. You should tell Но them я not вам to do больше this. скажу. But I'll say more. Важнее всего, It's more чтобы important они пережили эти отношения с Богом и выросли до состояния, когда Бог внутри поменяет. for them to experience that meeting, that relationship with God, and then God will change them internally. Ведь же по-другому у нас будет масса причин быть недовольными всегда. Because any other way, we will have tons of reasons to be discontent. Я почти завершаю. And I'm coming to my conclusion. И хочу задать вопрос. Как вы думаете, как такое возможно? And I would like to ask you a question. How is this possible? Даже песню про это написали, а я просто текст из Библии напомню. There's even a song written about this, but I'll just remind you of the verse that it comes Хотя from. бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина даже если изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, и рогатого скота в стойлах. Когда все эти причины вместе взятые даже происходят в моей жизни, как реагировать на это? Он говорит, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего.
And though the fig tree does not bud, and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails, and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls, in all of these situations that are happening around me, what does he say? I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God, my Savior. Ну как такое возможно? How is this possible? Когда эти все причины просто конкретно налицо. When there are these reasons that are right in our Смоковница face. не расцвела, как The полагается. fig tree does not bud. Плода нет на виноградных лозах, как должно было бы быть. There are no grapes on the vines like they should be. Маслина, которая должна давать оливки, чтобы масло было, изменила и не дала то, что надо. The olive has not given its crop. Нива не дала пищи, The fields haven't produced овец в no загоне food. не There are стало, no sheep in the и pen. рогатого скота в стойлах. No cattle in the stalls. Как такое возможно, чтобы после этого не остаться, не стать неблагодарным, недовольным, не вот тем, о ком мы говорим? How is it possible, even amongst all of this, not to become ungrateful or discontent? Только при том, когда мы вырастаем в такое духовное состояние. И не иначе. Only if we grow our spiritual internal state to this. Я вам как пастор скажу. As a pastor, I will tell you, Я пробовал некоторых людей, таких слишком бунтарных, недовольных, менять по-человечески. I try to change these people who complain and grouch all the time in my own Призвать их human к effort. совести, поговорить с их, так сказать, совестью, ну не будь же таким, ну и так далее, и так далее. To draw out their conscience, to say, don't be this way, don't be that way. Научить, воспитать культуру, какую-то этику. Teach them, discipline them, teach them some kind of standard of ethics. Но я понял вот что. But I understood До this. тех пор, Until пока люди будут изнутри таковыми недовольными, и вот это все состояние внутреннее будет духовное такое, the people's internal state will remain in this ungrateful, discontent state. невозможно просто это воспитать. It's not possible to discipline this, Ты to вроде teach this. призвал, ты вроде бы сказал, ты вроде бы уже настроил так. You already called them, you already talked to them, you already tuned everything correctly. Ну тут раз какое-то обстоятельство, и опять And then на круги свои. a situation occurs and they go right back to the way they Быть were. благодарным, быть довольным. To be grateful is to be Не satisfied. все так получается, как хочется порою. Sometimes things don't go our way. Но в этот сезон, говоря о благодарности много, But in this season where we speak a lot about gratitude, говоря о том, какими мы должны быть благодарными людьми, when we are talking about how we should be grateful people, это не то, чтобы просто поговорить о культуре. it's not just talking about culture. Это то, чтобы посмотреть в свое сердце. It's so that we can look into our И hearts посмотреть, я на самом деле внутри благодарен, and ask, am I truly grateful inside? доволен. Content. Неважно сейчас где и что, и какие обстоятельства, и где жизнь закинула, и так дальше. It doesn't matter what circumstances, what is around me. Если нет, If not, есть необходимость вырастать, созревать, или, как Павел говорил, научиться, то есть вырасти в укрепляющем Христе до такого состояния. there is a need in which we have to grow and reach that spiritual state where we are grateful. Меняйте то, что вам не нравится. Это нормально менять. Change what you do not like. That's normal. Но только не методом, как это пытались евреи. But Или not with the многие method. люди, о которых Павел писал, будут неблагодарными. But not with the method that the Israelites used and how Paul wrote the ungrateful people. Почему об этом говорю? Why am I talking about this? Потому что мы христиане, хотя мы христиане. Because we are Christians, and even though we are Но, к Christians, сожалению, порой многие так и не созрели до этого духовного состояния, чтобы так себя вести. unfortunately, some of us have not yet matured to that level of where we can be grateful. И поэтому And so, наше выражение при наших каких-то неприятных ситуациях our expression when we encounter difficult situations, конкретно говорят, что часто мы находимся на том 7 пункте, неблагодарные. we end up being that bullet point number 7. Даже если руки поднимем на прославление. Even if we raise up our hands during Даже worship, если спасибо скажем на каждом шагу. even if we say thank you on every corner, Но если в этих обстоятельствах вот не умеем правильно реагировать, быть довольными, but if we don't have the correct reaction, we do not react correctly in these circumstances, то это неблагодарные из тяжелого времени. then it is the ungrateful people from the terrible Помоги times. нам, Господь, May God help и us благослови and bless us, каждого, меня и каждого из вас, me and all of you, чтобы мы были с вами теми, so that we can be those о которых можно сказать всегда довольные. that people can say about us we are always Это не grateful. значит, что все в порядке. It doesn't mean everything is Да, okay. много чего не так. A lot of things don't work out, Но не допускайте до состояния внутреннего этого неблагодарного сердца. but we should not allow that discontent, ungratefulness in our heart. Оно приводит
самым неприятным и неблагоприятным последствиям. It will bring us to some very difficult times. Жизнь этому показывает. Life has shown this over and over. Начинаем с малкого, то недовольное, там не так, этот не так, тот не так встал, тот не так сел, тот не ту песню спел, тот не так руку поднял, тот не так опустил. В церкви так, в семье, с детьми, дети на родителей, родители на детей, муж на жену, жена. Друзья, с мелких вещей и зарождается эта натура такая, целая природа. Starting from the smallest things. I don't like how this person sat. I don't like how that's singing. I don't like how they look, how they stand. It's born from the smallest things, this ungrateful spirit. А потом уже не замечаем и в больших делах. And then we don't notice it in the big things. Давайте мы встанем для молитвы. Let's stand for prayer. В этой молитве In this prayer, анализ, let's analyze. тест каждый себя пусть делает. Let's test ourselves. Если нам надо расти внутри, If we need to grow internally, как Павел до этого состояния, as Paul to that state, чтобы потом сказать, все могу в укрепляющем меня Иисусе to Христе, then say, I can do all things through Christ who strengthens me, то для этого сегодня и это слово, и эта молитва, then this word is for you. чтобы взвесив, проанализировав, сказать Богу, To analyze and then to say to God, Господь, я еще не могу до конца быть уверенным, что я так благодарен, как должно. Lord, I am not yet confident that I am grateful in the way that I should be. Еще есть вещи, которые меня взрывают, возмущают, толкают меня на ропот. There are still things that push me towards complaining and grouching. Помоги мне. Help me. Я хочу вырасти, I want to grow. научиться, I want to learn. созреть. I want to mature. Я хочу, чтобы мой внутренний I характер want my internal character стал другим. to become В different. итоге, And as a result, чтобы я был тем, кого можно назвать благодарным. so that I can be the one that they can call Пусть grateful. все неблагодарные где-то будут, And may the ungrateful be а у somewhere. нас пусть будут все But благодарные. here, let's have all Слава grateful Господу people. за все. Praise God for Аминь. everything. Amen.